Поводом в очередной раз поговорить о демографических проблемах стало недавно опубликованное исследование одним из ведущих мировых рейтинговых агентств, которое предрекает снижение кредитных рейтингов развитых стран в ближайшие 15-20 лет. В качестве главной причины называется старение населения, которое усиливается еще и негативным влиянием финансового кризиса, что в совокупности усиливает давление на налоговую систему государств и повышает долговую нагрузку. Что будет с развитыми странами, нам, безусловно, интересно, но все-таки, как говорится, своя рубашка ближе к телу. И говорить мы сегодня все-таки будем о проблемах в наших странах, в странах постсоветского пространства, в странах СНГ, которые экономически менее стабильны и, увы, менее развитые. А старение населения в России, Украине, Молдавии идет также стремительными темпами. К тому же на пенсию граждане СНГ, я в первую очередь имею в виду Россию, Украину, в меньшей степени, конечно, Молдову, выходят гораздо раньше, нежели, например, граждане развитой Германии. Итак, тема нашего сегодняшнего видеомоста – демографические проблемы России и стран СНГ, пути решения. Старение населения несколько замедлилось в последние годы, и, может быть, немножко, как говорится, притупилась острота этой темы. Она замедлилась, потому что в пожилые возраста выходили люди, родившиеся в годы войны. Очень малочисленные поколения. Значит, на смену им сейчас возраста 65 лет, а по международной классификации все-таки считается старение, это доля населения в возрасте 65 и старше, хотя мы в России по-прежнему считаем 60 и старше. Возраста старше 65 лет в ближайшие годы будут уходить те, кто родился после войны. Очень многочисленные поколения, так называемое послевоенное компенсационное повышение рождаемости, и поэтому старение населения неизбежно интенсифицируется, мы должны быть к этому готовы с точки зрения экономики, социальных служб, пенсионных, здравоохранительных и прочего, и прочего. Здесь с этим ничего не поделаешь. Единственное, надо, конечно, ставить перед собой задачи стратегические и ориентироваться на то, чтобы в последующие десятилетия это старение несколько замедлилось, а, по сути дела, единственный способ, гуманный единственный способ, есть другие способы. Единственный гуманный способ замедлить старение – это увеличить число детей, подростков, молодежи. А здесь тоже единственный способ – это повышение рождаемости. Теперь к той демографической ситуации, как оценивать то, что у нас в 2012 году мы вышли фактически на небольшой естественный прирост населения, впервые действительно с 1992 года. Последние годы были большие успехи у нас и в отношении рождаемости, и в отношении смертности. Значит, рождаемость повышалась вообще-то начиная с 2000 года. У нас в 1999 году был минимум. Особенно интенсивное повышение началось в 2007 году. Иногда говорят, что в других странах тоже оно началось примерно в этот период, чуть раньше, чуть позже, и тоже шло, и поэтому нет оснований связывать это повышение рождаемости с началом в 2007 году реализации новых мер помощи семьям с детьми. Вот материнский капитал, увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, целый ряд других мер. Значит, беспрецедентное повышение рождаемости. У нас такое повышение рождаемости было только в конце 80-х годов, сопоставимое по уровню, и ни в одной другой стране мира в этот период, в середине 2000-х годов, такого повышения рождаемости не было, такого по уровню. Более того, многие страны, если связывать это с общими изменениями социально-экономической ситуации, во многих странах в 2009 году рождаемость, что называется, начала сваливаться, там, где она повышалась. В России этого не произошло. Я имею в виду страны не СНГ, а зарубежная Европа, скажем так, Западная Европа, да, сваливаться начала. Вот, поэтому я склонен связывать это с результатом мер помощи семьям с детьми, которые начали вводиться в 2007 году. Есть еще и другая причина. Это связывает дело все в том, что если мы посмотрим показатели рождаемости по очередности, и, к сожалению, в России, в отличие от Украины, по крайней мере, в Молдове не знаю, в Украине это есть на государственном уровне, в целом по стране. У нас этого нет на федеральном уровне, только отдельные регионы собирают.
вот, нет уже с 98 года, данные по очередности рождения. Так вот, у нас повышение показателя рождаемости в 2007 году произошло только по вторым и последующим рождениям, по первым его не было вовсе. А почему со вторых и последующих? Потому что наибольший общественный резонанс вызвал материнский семейный капитал, а он предоставляется, начиная со вторых рождений. На первых он не распространяется. И благодаря этому эта мера оказалась, на мой взгляд, наиболее результативной. Именно в плане влияния на сознание людей. Я пока оставлю в стороне экономический эффект от этой меры, он, мне кажется, несколько слабее. Вот. Повышение рождаемости продолжается вплоть до 2012 года, хотя нет еще итоговых данных за год, но мы уже можем сказать, что рождаемость в России продолжала повышаться в 2012 году. Но повышение, в общем-то, скорее затухающее, то есть эффект от этих мер, он затухает, и нужны, видимо, меры новые. Значит, в отношении смертности, снижения смертности, очередное снижение смертности в России началось в 2006 году. По смертности, вы понимаете, мы идем, почему я говорю очередное, мы идем некоторыми волнами. Вот. У нас она то снижается, то повышается. Вот. Хотелось бы, конечно, надеяться, что вот та тенденция, которая началась в 2006 году, она окажется достаточно устойчивой, потому что мы отстаем от экономически развитых стран по смертности очень и очень серьезно, то есть настолько серьезно, что даже неприлично об этом говорить. Теперь о наших перспективах. Ну, перспективы конкретно уровня рождаемости, уровня смертности во многом будут зависеть от того, какая демографическая политика будет проводиться, но очень существенное влияние будет оказывать структура населения, и здесь мы, пожалуй, обречены. Приведу просто один пример в отношении числа родившихся, перспективного, ожидаемого, который может быть у нас. Значит, численность 15-19-летних девушек вот сейчас, да, она вдвое меньше, чем тех, кому сейчас 25-29 лет. Почти вдвое меньше. Вот они через 10 лет пойдут на смену. Я почему говорю 25-29 лет, у нас сейчас самый высокий уровень рождаемости именно в этой пятилетней возрастной группе, 25-29 лет. Вдвое меньше. И поэтому, чтобы поддержать число родившихся хотя бы на том уровне, на котором оно есть сейчас, и которое нам во многом помогло избежать в 2012 году естественной убыли населения, суммарный коэффициент рождаемости, то есть собственное число рожденных детей на одну женщину, должно быть, соответственно, почти в 2 раза выше. Если оно у нас сейчас примерно 1,6, ну чуть больше, чем 1,6 в 2012 году, может быть там 1,65, то, соответственно, через 10 лет оно должно быть вдвое больше, то есть 3,2, 3,3. Представить себе это невозможно. И поэтому удержаться на естественном приросте населения, который был достигнут в 2012 году, нам, к сожалению, вряд ли удастся. Я полагаю, что те меры, которые были названы, материнский капитал и политика в отношении повышения пособий, очень своевременны, может быть, даже где-то запоздалые. И, безусловно, здесь мы находимся на правильном пути. Но на этом правильном пути мы делаем всего лишь какие-то робкие, материально ориентированные шаги. И все очень ждут продолжения какого-то. То есть, когда это станет не полумерами, не какими-то отдельными такими мероприятиями, но системной политикой. И здесь очень многого не хватает. Вот, например, взять, если по оценке роста рождаемости, я думаю, корректно все-таки сравнивать 2007 год с 2011, например, за который уже имеются какие-то данные. И здесь мы увидим, что рост рождаемости в России был не так уж впечатляющий. Если посмотреть, там 17,7%, да, это что-то значит, но, например, в Грузии это свыше 25%, хотя не было ни материнского капитала, ничего подобного. Там были немножко другие призывы, воздействующие на грузинскую ментальность. Там патриарх Илия II, который очень много значит для грузин, для их единства, он обратился с призывом к нации в 2007 году и сказал, что я буду крестить каждого 3-го ребенка. И есть мнение, что именно этот призыв он как-то сработал. То есть в 2 раза
сократилось число абортов и пошел действительно такой рост рождаемости. Но это требует еще проверки временем. В Эстонии в 2010 году и вовсе достигли воспроизводства. То есть был год, где население росло, вот это именно 2010. Но это колебания в рамках такого долгосрочного депопуляционного тренда. И касательно России я должен сказать, что очень важно же посмотреть, Россия очень многолика, где происходит воспроизводство. По последнему отчету, насколько мне известно, мой коллега участвовал в его написании в Министерстве труда и социального развития, там указывается, что всего лишь 4 региона у нас в России, где есть смена поколений, где коэффициент рождаемости он вот превышает этот необходимый порог пресловутый 2,1. Это Чечня, Ингушетия, Республика Тыва и Республика Алтай. Если посмотреть данные по, так сказать, исконно славянским регионам, я имею в виду ядро российской государственности, куда входит и Воронежская область, и Ярославская, Тверская, Тульская и так далее, Ивановская, то мы получим только с января по октябрь убыль свыше 90 тысяч человек. И потом еще очень важное обстоятельство – это приток мигрантов. Ведь просто огромная миграционная лавина у нас нигде даже не проходит статистически. Этих людей как бы нет. Но в то же время они точно так же, как мы, здесь живут, работают и, кстати, рожают детей. И вот если в числителе российской рождаемости находятся только граждане России, то я боюсь, что в знаменателе очень часто находятся иммигранты. По крайней мере, по данным московских некоторых родильных домов, до 30% родов в некоторых учреждениях родовспоможения приходится на приезжих. И вот именно они тоже вносят определенный вклад в итоговую рождаемость. Имеет также значение смена возрастной модели рождаемости, потому что, в принципе, тот дивиденд, который нам достался с конца 80-х, вот когда был этот известный всплеск рождений непродолжительный, он потихоньку исчерпывается, и единственное, что его еще немножко сдерживает, так сказать, продлевает его действие, это тот факт, что женщины стали рожать немножко позже. То есть, вот совершенно верно было сказано, переходит рождаемость все больше в группу 25-29-летних, что, в общем-то, традиционно не характерно для России и для славянских государств в целом. И говоря о соседях, я, наверное, хочу отметить такой момент, что в отличие от России, у них вот та же демографическая проблематика еще усложняется очень серьезным миграционным оттоком. Если Россия здесь выступает страной-реципиентом, то есть к нам стремятся миллионы мигрантов, то и из Молдавии, и из Украины люди, к сожалению, уезжают. Здесь очень сложно сказать, насколько Россия от этого выигрывает, если брать приток близких, культурно близких молдаван и украинцев, безусловно, здесь нет никаких проблем в интеграции. А если же взять немножко шире, посмотреть на ситуацию и посмотреть, как изменилась межнациональная обстановка за последние 20 лет, для которых вот характерен как раз-таки миграционный приток, в том числе из Республики Закавказья, Средней Азии, то здесь далеко не все являются оптимистами. И касательно вопроса старения, надо отметить, что в целом из 10 самых стареющих государств мира 9 находятся в Европе. Лишь одна из них в Азии, это Япония. И, может быть, только одно обстоятельство не позволяет вот России, Украине и Молдавии попасть в этот список. Это то, что продолжительность жизни у нас еще не так велика, как, например, даже в Латвии, даже в соседней Латвии, хотя она замыкает этот список.